Здравствуйте, дорогие друзья, любители программирования, 3D-моделирования, робототехники. Сегодня видеоурок посвящен циклу изучения такого интересного движка игрового, как Castle Game Engine, который вы сейчас видите, заставочное окно. Я о нем говорил в ролике про бесплатные игровые движки. И вот сегодня будет начальный ролик про него и, соответственно, как создать игры с использованием этого движка. В первую очередь, данный движок интересен тем, что он бесплатен, с открытым кодом исходным, который можно использовать для улучшения и использования в коммерческих целях, реализации ваших проектов. Создается он, можно сказать, почти в одиночку, там, с небольшой группой людей и, соответственно, фан-сообществом. Особенность данного движка в том, что он поддерживает язык программирования паскалевский или Delphi. Соответственно, если вы изучали в школе Паскаль, то если вам кто-то говорит, что это мертвый язык и он уже не актуален, то это наглая ложь, достаточно такая распространенное, или, может, не ложь, а заблуждение. И данный язык Паскаль и язык Delphi достаточно популярен и используется очень интенсивно, потому что он имеет ряд стабильных решений, ну, сродни там C++, с подобными языками. Хорошо настроено, соответственно, на нем будет писаться хорошо логика для быстродействия процессов, процессов именно вычислительных, сложных. Поэтому Delphi достаточно тоже популярный язык, и можно его использовать. Сейчас МБКДР, который создает обновления для Delphi, выпускает ежегодно и бесплатные версии данного языка, и платные есть версии, конечно же. Можно опираться на бесплатную версию год, а потом через год опять скачивать новые варианты бесплатной версии, но это возможно. Плюс есть еще редактор Lazarus, который позволяет нам вообще бесплатный вариант русскоязычного типа Delphi тоже использовать и, соответственно, для написания и программирования. В нашем случае Castle Game Engine поддерживает работу с Delphi, Lazarus, или можно непосредственно расширение через Visual Code это делать, и там, соответственно, писать код и уже компилировать непосредственно. То есть тут таких сложностей нет. Что интересного в данном движке? Давайте рассмотрим небольшое такое обновление. Он достаточно поддерживаемый, то есть его обновляют периодически. Последние новости там, 2024 года, то есть вот этого года есть конференции, соответственно, по Паскалю и Delphi с применением этого движка программирования, движка разработки игр. Он поддерживает как 2D игры, так и 3D игры формата. Есть хорошая документация. Так, вот тут, например, различные варианты документации, например, как создать с нуля там физическую игру трехмерную под шахматы, например. И здесь, соответственно, самые основные аспекты указываются пошагово, с ссылками на другие варианты более распространенные. Можно, соответственно, смотреть на более детальный обзор, это, например, мануал, где, соответственно, подробно расписано аспекты использования того или иной функции, класса или процесса добавления там, изображения, 3D-модели и так далее, для того, чтобы корректно все это работало. То есть достаточно подробный мануал. Есть видео, соответственно, с основателем этого движка, с разработчиком, который показывает основные моменты, как это все работает, как это использовать. То есть некоторые моменты там очень даже можно подробно изучить. Что у нас движок может, соответственно, предложить? Ну, вот есть основные типы, они в основном у всех движков это присутствуют. Можем посмотреть, если вот сейчас переведу я. То есть
Форматы поддержки 3D модели GLTF. Это особенно в блендере можно конвертировать, импортировать, экспортировать форматы 3D модели в данном. Соответственно, здесь описывается, как правильно запекать, как делать, запекать анимацию модели, импортировать. Соответственно, есть еще X3D. Спрайт использовать, соответственно, скелет, графические эффекты, изображения, различные работы с текстом, ну, там, оптимизация с процессами, физика, конечно же, физика твердого тела, в первую очередь, частицы. То есть все вот основной функционал, который можно применять непосредственно для всех игровых движков вот сейчас современного типа. Кроссплатформенность. То есть мы можем экспортировать нашу игру, собрать ее под десктопную версию, под веб-версию, под Android, консоль-версии, то есть под Raspberry Pi даже развернуть, и есть специальный редактор под нее. Под веб-версию через WebAssembler, то есть, соответственно, компилируют еще WebAssembler, чтобы использовать. Есть VR, ну, соответственно, она работает, но нужно там, соответственно, еще тестировать. Под Xbox даже говорят, что варианты можно собирать и, соответственно, тестировать данное приложение. Достаточно очень популярно, так сказать, все те самые платформы, где обычно размещают игры. То есть сборка достаточно относительно простая. В этом плане мы чуть попозже разберем, как собирать под разные платформы нашу игру. Ну и, соответственно, что тут у нас есть интересного еще. Есть у нас сообщество, в котором можем пообщаться. Ну, соответственно, все это можно найти через комьюнити, вкладочку, через Devlounce скачать, через Documentation получить данные, через видео, соответственно, получить данные, видеоролики по работе непосредственно с данным редактором. Здесь есть уже более обширный вариант, то есть краткий вариант сразу с переходом на нужный нам вариант, чтобы быстро развернуть нашу игру и начать делать ее и так далее. То есть документация достаточно хорошая, ну, переводится легко автопереводчиком, она, правда, на английском, но в целом нет никаких сложностей в большинстве своем. Так, давайте теперь рассмотрим, что мы можем для начала здесь сделать. Соответственно, здесь можем при запуске скачанного Castle Engine Editor мы, соответственно, запускаем заставочное окно, ну, наподобие Unity Hub, где нам предлагают создать новый проект, открыть новый проект, используемые недавно проекты, соответственно, настроить или, соответственно, поддержать. Нас интересует, например, новый проект, да? Создаем новый проект. Нам предлагают сразу пустой проект, 3D-модель с просмотрщиком, уже готовый шаблон 3D FPS и 2D игру, соответственно, как вариант. Ну, это уже на свое усмотрение. Обычно для начала можем сделать пустой проект. Указываем, где мы будем размещать данный проект, как мы его назовем. Ну, я назову вот так вот его. Ну, соответственно, main у меня будет основной, код, где будет храниться код программы. Итак, Create Project. Вот у меня получается окно такого типа. Так как у меня Visual Code установлен, он мне сразу показывает и, соответственно, еще папочку с Visual Code для интеграции и расширения у меня под Visual Code есть. Мы с вами видим пустое окно. Вот как с ним работать. Мы можем сразу скомпилировать процесс и посмотреть. То есть, если мы нажмем процесс, он компилируется, показывает прогресс компиляции нашего проекта. Так как он, если в первый раз компилирует, то он сначала будет немножко подольше, потому что ему нужно все собрать. А в дальнейшем уже будет быстрее это проходить процесс, потому что основные части уже собраны под наш проект. То есть основной конструктив нашего проекта будет уже собран.
А так, в целом, вот мы ждем, соответственно, сборку основной, как бы, оболочки игровой, как она должна будет выглядеть. Вариант, создаются некие файлы для быстрого взаимодействия с игровым редактором. И вот здесь мы сейчас будем наблюдать, что же он нам выдаст. Но так как у нас ничего там нет, то есть мы не выставляли никакие объекты, никакие ни 2D, ни 3D, соответственно, он должен скомпилировать нам черный экран с выводом, в данном случае, FPS, который позволит, ну, то есть мы будем наблюдать картинка кадров, смена кадров, с какой частотой у нас будет обновление. Так. Идет сборка. В данном случае данный движок я выбрал за счет того, что он достаточно прост в плане и программирования, и моделирования, и достаточно удобен, мне кажется, для вот начала создания игр. Ну, как мы видим, вот он, заставочное окно появилось нашей игры. Здесь мы, соответственно, ничего больше не видим, кроме как демонстрация FPS, соответственно, и просто основные базовые вещи. Больше тут у нас ничего нет. Закрываем окно. При закрытии у нас отключается компиляция, этот запуск, и, соответственно, мы можем дальше продолжить процесс. Во вкладке Files внизу у нас показана структура нашего проекта. В папке Data мы будем хранить все объекты, которые мы будем использовать. Там 3D объекты, 2D, тексты, звуки. В код мы будем, соответственно, все, что в паскальском варианте решения Past, Delphi, мы будем хранить здесь коды для работы с непосредственно процессом. А Visual Code, тут, соответственно, это если вы используете Visual Code для написания и импортирования взаимодействия с вашей игрой. Но мы данное расширение даже использовать и не будем. Сверху у нас есть так называемый main элемент. Если мы 2 раза по нему кликнем, то мы получим исходное окно 3D вида, то есть 3D редактор, где указано, соответственно, что мы сейчас здесь имеем. Ну, мы тут почти ничего не имеем, кроме вывода, соответственно, FPS. Вывода FPS. Поэтому мы для начала создадим 3D-сцену. Для этого у нас, соответственно, мы можем правой кнопочкой здесь выбрать User Interface и выбираем, например, 3D или 2D Viewport. Ну, выберем 3D Viewport. Вот мы выбрали 3D. И у нас стандартно появилось окно с камерой, окно с освещением, ну, Point Light в данном случае, простая панелька. При каждой можно выделить курсором мыши, кликом. И, соответственно, здесь справа у нас есть Proctors, так называемые бейсиковские, по уровням. И, соответственно, все базовые настройки и все настройки более детальные данного объекта, который мы выделяем. Соответственно, что мы можем здесь менять? Мы можем менять там положение, гравитацию, коллайдеры, цвет, использовать, например, типы рендеринга под разные уровни, то есть будет отображаться, не будет отображаться, масштабирование, размеры, текстуры накладывания, соответственно, карту текстур, ну и вот в целом отображение, то есть в данном случае. Если мы сейчас запустим, то есть запускается так, а здесь мы, соответственно, есть 2 варианта запуска. Есть физический просмотр, как с точки зрения физики будут взаимодействовать объекты, а есть, соответственно, полностью запуск проекта для отслеживания, что у нас получилось. Итак, когда мы запускаем, у нас, соответственно, предлагает пересохранить. Да, мы можем пересохранить наш проект и запустить его. Соответственно, идет опять компиляция, но она будет быстрее в данном случае,
чем изначально. Потому что сборка уже была. Так, здесь мы, соответственно, видим, куда смотрит у нас камера. Мы сейчас двигаться не можем, не перемещаемся никак. Давайте попробуем добавить, соответственно, навигацию. Навигацию обычно добавляют вот во Viewport. Viewport, правой кнопкой мыши, Navigation. И вот Navigation есть у нас 2D курсор, навигатор. Есть, соответственно, Castle Exemption навигатор, персон, то есть от лица, от первого лица. Навигация без гравитации, навигация с гравитацией. Ну, давайте вот посмотрим навигацию без гравитации. Навигацию без гравитации. Сохраняем. Это стандартные инструменты, мы можем потом сами написать управление камерой уже на Паскале. Так. Вот, я, соответственно, двигаю W и S и AD. Соответственно, мышью, левой кнопкой мыши я вращаю. А правой, соответственно, могу также перемещаться в 3D пространстве. Если мне нужно, чтобы он работал не как мышь, то есть следил за мышью движением, то мне нужно, соответственно, в навигаторе найти mouse look. Давайте посмотрим. Укажем true значение. Так. Ну и в целом... В целом, да. Вот гравитация здесь отключена, но она почти... сейчас посмотрим, как будет с гравитацией. Есть, сохраняем. И вот я включил mouse look и, соответственно, вращаю мышкой. Камера следит у меня за мышкой. Я сейчас, соответственно, двигаюсь на уровне, на каком стоит сейчас камера. Он не опускается ни ниже, ни выше в данном случае. Просто я отслеживаю сцену. Соответственно, если мне... Ну, соответственно, если у меня сейчас mouse look отключен, то есть курсор я не вижу, я могу закрыть окно Alt F4. Так, если, например, использовать гравитацию, то есть я могу либо здесь включить гравитацию, либо использовать уже вариант со включенной гравитацией. То есть я вот удалю и просто использую со включенной, так сказать, гравитацией волк. Запустим. Yes. Если камера лежит под платформой, над платформой, то она упадет на платформу, соответственно, она уже платформа имеет гравитацию. Ну вот мы, соответственно, перемещаемся. Так как я здесь, да, я здесь не отключил mouse look, он у меня, соответственно, упал. Ну, соответственно, если упадет, то мы будем бесконечно, условно, падать. Потому что логики больше никакой здесь нет. Как вы можете заметить, все объекты игровые находятся во вкладке Items. Вот я сейчас mouse look включил. И вот я перемещаюсь WASD, соответственно, и кручу мышкой. Все. Я уже могу перемещаться по сцене, тестировать, взаимодействовать, если мне нужно потом, соответственно, с объектами. Так. Ну что ж, поехали дальше. Во вкладке Items, как я уже сказал, мы можем, соответственно, добавлять различные объекты. Правой кнопочкой мыши, Items и, соответственно, Add Transform. Мы можем базовые объекты добавлять, например, box, это куб, соответственно. Мы можем ему менять цвет, если нужно нам какой-нибудь цвет. Такой, например. Все. Мы можем изменить ему размер. Обратите внимание, size здесь, соответственно, запятую можно не ставить. Ну, я вот так вот сделаю. 1, 1, 1. Visible нажал так. И, соответственно, вот мой
элемент, уменьшенный вариант. Ну, соответственно, давайте посмотрим, что мы можем еще добавить здесь. Объекты. Есть у нас камера, конус, соответственно. Объекты различные. Мы можем, соответственно, также plane, плоскость разместить. References on-off. Я, соответственно, с ним еще не работал, не могу сказать. Сцен, это мы сейчас к нему вернемся. Сфера. Объект, ну, то есть это базовые вещи, примитивы, которые мы можем, соответственно, добавлять и использовать в наши проекты. Они уже, у них есть коллайдеры, которые, соответственно, мы можем... Terrarian, соответственно, это земля, текст, tile, это, соответственно, map, карта тайлов. Давайте посмотрим Terrarian, что у нас там выведет. Ну, вот он нам показал некую землю размером 64 на 64. Вот такого типа. Если нам, например, нам нужно больше хорошее освещение, то мы можем перейти во вкладку, во вкладку, наверное, где у нас тут она? Light, да, это Transform, Light. И, соответственно, выбрать, например, Directions. Это у нас солнце. И вращая, тут есть навигация, есть Move, есть Rotate, есть Transform. Также можем, соответственно, здесь во вкладке Properties это перемещать. Так. Ну, попробуем вот так вот настроить. Соответственно, цвет освещения мы тоже можем изменять. Цвет освещения тоже можем изменять. Так, вот мы сейчас запустим. Yes. Так. Так, уже... Ага, такое тоже возможно. Угу. Вот он сработал. Ну вот с Terrarian у него какие-то проблемы возникли. Я удалил Terrarian. То есть такое вот бывает именно ошибки видно с взаимодействием. Нужно посмотреть на форуме, почему Terrarian там у него стандартный вызывает ошибки. Но вот сейчас вот все работает. То есть в данном случае как надо. Есть тени, как видите, освещение. Также здесь есть Ray Tracing, кажется, или что-то похожее на него. Но можно написать самостоятельно, дополнительно. То есть такие вот простые варианты мы можем уже импортировать. Давайте что-то посложнее. То есть, например, 3D-модели. Какие-нибудь, которые мы можем, соответственно, потом использовать. Я увеличу plane. То есть у меня сейчас стоит 10 на 10. Но я поставлю 100 на 100. Вот таким форматом. И добавим, например, какую-нибудь модель. Как добавить модель? Нам нужно Add Transform и использовать Scene, Decastle Scene. Желательно все 3D модели разместить в нашем проекте. Давайте перейдем в наш проект, куда мы создали. Это у меня по умолчанию это H, Castle Project, и у меня вот есть папка T. Вот я сюда ее разместил. Так, у меня уже есть Delphi, то он у меня, соответственно, распознал взаимодействие. Вот во вкладку Data я сюда, например, хочу перенести модели. У меня есть некие модели. Давайте я уже тестировал просто. Я зашел в Blender, сделал модель, переконвертировал эту модель, соответственно, формат GLTF. И могу использовать. Они в формате GLB конвертируются. Поэтому можно применять. Например, что мы возьмем? Ну, например, вот у меня тут есть
магнит пятерочка, да, или магнит 5. Вот я GLB ее поставил сюда, например. Теперь возвращаюсь в наш проект. Вот сцена. Ищу, соответственно, вкладку URL. И тройным точкам. TTT, дата. Вот я нашел mag GLB. Открываю. Вот это у нас. Это я для другого проекта делал для Unity. На Unity, соответственно, проект так называемое масочное безумие. И вот у меня тут есть такое интересное здание, например. По умолчанию, как видно, у него коллайдер в виде бокса. То есть, если я буду под него подходить, я его, скорее всего, не коснусь вот этим вариантом. То есть, мне нужно будет еще дополнительные настройки делать, чтобы вот границы там у меня смотрел правильно. Но если просто как бы боксами смотреть границы коллайдеров, то это тоже подойдет. Как просто подходим, нажимаем, попадаем там, например, в пятерочку. Вот она, это нулевочка, магазин условно. Вот 3D модель. Ну, она простая 3D модель в данном случае. Нет, зашел, вот. Достаточно близко даже. Да. Ну, простое здание. Оно уже с коллайдером, поэтому я могу проходить. Я могу отключить коллайдер, соответственно, и не проходить вдоль этой модели. Что мне нужно для отключения коллайдера? Соответственно, найти коллайдер. Вкладочку Colliders. Вот, например, False. Надеюсь, он сейчас автоматически не упадет вниз под действием гравитации. Так, посмотрим. Ну нет, не упал, стоит на месте. Итак, идем. Сейчас мы, скорее всего, должны через него, может, пройти. Ну вот, мы внутри. Мы внутри объекта. То есть, достаточно также простенько можно использовать для создания уже каких-то локаций и создания игр. То есть, это простые механики, которые мы можем, соответственно, уже реализовывать в данной игре. Про код я буду уже в следующий раз рассказывать. Ну, давайте вот что-нибудь посложнее. Осилит ли он что-нибудь более сложное добавление 3D модели какой-нибудь. Сейчас я так сцену. Их можно переименовывать, конечно же. Так, и сюда я добавлю, например, у меня там есть сложная конструкция. Так, я, наверное, сейчас перекину сначала ее. Это у меня, например, клякса. Она имеет, кажется, 300 тысяч полигонов. А может 500, я уж не помню. И, соответственно, достаточно сложная конструкция. Эту 3D модель я делал специально для книги. Которая, надеюсь, будет выходить в скором времени. Так. Ну вот, например. Вот у нас есть такая вот достаточно сложненькая моделька. Вот он ее осилил, он ее импортировал. Сейчас посмотрим, скомпилирует ли он ее. Соответственно, будем ли мы взаимодействовать с ней. Хотя бы коллайдерами. То есть логику касания тоже можно здесь уже достаточно быстро прописать. Ну да, вот все нормально. Рендерится в таком виде, в каком была и модель. Мы можем также текстурировать в блендере, можем использовать материал обыкновенный. Вот я в данном случае здесь материал использовал обычный. И он достаточно хорошо импортировался. Ну, в данном случае он как бокс-коллайдер. Пройти глубже не могу. Ну, соответственно, 3D модельки у нас есть. Чуть дальше, в следующем уроке мы рассмотрим,
как особенность, например, простые какие-нибудь логики делать, например, движение, падение и так далее. На этом у меня пока все. Смотрите, интересный вариант. Установить Delphi, бесплатный вариант, всегда можно на сайте Mbcadero, Red Studio называется. Можете бесплатно установить и использовать, либо использовать программу Lazarus. Я буду использовать для своих проектов Delphi и, соответственно, Visual Code Studio, Visual Code, соответственно, для отслеживания, если нужно будет там что-то смотреть конкретно уже для простоты. На этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Пока-пока.